Приветствую всех желающих посмотреть это видео. Сегодня я начинаю плести еще одно подвесное кресло. Вот этот вот обруч я вам хочу поближе показать. Он не гимнастический, это стальной. Диаметр трубы от 22 мм, конкретно этот 25 мм. Диаметр самого кольца 110 см по внешнему краю. Прежде чем плести, я для себя рисую приблизительную схему и произвожу расчет веревок. Схема приблизительная, это именно для меня, но я вам хочу на этом образце показать, как я произвожу расчет веревок. Веревки всегда бывают разными. Бывает полиэфирный шнур, бывают какие-то другие синтетические шнуры, и, соответственно, толщина и расход веревок получается, толщина узлов и расход веревок получается разный. Поэтому для себя лучше сделать образец сплести. Беру, в моем случае, обрезки веревок. Это обрезки полиэфирного шнура, из которого я буду плести кресло. Обрезки у меня разной длины, поэтому я одну веревочку отметила по краям ручкой, чтобы ее запомнить. Это веревочка, которая у меня ровно метр. Остальные, они у меня разной длины, эти обрезочки. Складываю их пополам. И, соответственно, у меня, вот, которая была метровая ровно, она у меня стала 50 сантиметров. Я этот размер запоминаю. Эту веревочку отметила. И все навешиваю на вспомогательную веревочку. Количество веревок, которые вы навешаете для образца, тоже на ваше усмотрение. Главное, чтобы количество рабочих веревочек делилось на 4, потому что я буду плести квадратными узлами, и он плетется квадратный узел на 4 рабочих нитках. Плетение у меня в самом кресле будет практически все кресло сплетено квадратными узлами плотным плетением. То есть сетка будет прям минимальная между узлами расстояния. Поэтому я веревочки навешиваю для образца таким же способом, как я буду плести. Закрепляю веревочку где-нибудь по краям и плету квадратные узелочки. Я еще раз повторюсь, для чего это надо. Руки у всех разные, толщина узелков у всех получается разная. Потому что вот я даже когда делаю мастер-класс, я понимаю, что я не могу вам сказать точного размера веревок. Поэтому надо самим уметь рассчитывать. Чем плотнее плетение будет, тем, соответственно, будет больше расход веревок. И чем толще веревки, тоже будет расход, соответственно, толще. Поэтому, если вы плетете первый раз, обязательно сделайте такой образец. Даже у меня не получается 2 раза сплести совершенно одинаковое изделие. Количество веревок и узлов варьируется в каком-то пределе. Я всегда беру немножко с запасом в конечном итоге. Если вы делаете какой-то свой образец, свою вязку вы придумали, плетите свою любую вязку на этом образце. Самое главное понять, сколько получается расход веревок на квадратные сантиметры. То есть по ширине вот это плетение у меня приблизительно 10 сантиметров, и длину я тоже буду плести 10 сантиметров. Чтобы понять, сколько у меня расходуются нитки на это расстояние.
Я еще раз напоминаю, кто предыдущие видео не смотрел, как надо делать размер ячейки, регулировать. Это просто вот веревочки между собой, когда навешиваются, они навешиваются, можно на каком-то расстоянии друг от друга их навешивать. Тогда и ширина ячейки будет увеличиваться. Если чем плотнее вы навешиваете, тем плотнее получается сетка. Вот я сплела образец длиной 10 сантиметров. Вот у меня получилось 10 сантиметров. Теперь я нахожу веревочку, которую я отмечала ручкой, вот краешек, кончик, и смотрю, сколько осталось у меня от веревочки. Вот у меня получилось 20 сантиметров. Соответственно, если у меня были 50 сантиметров, сложив пополам, метровую веревочку я сложила пополам, получилось 50 сантиметров одна веревочка. Из 50 сантиметров я вычитаю 20 сантиметров остатка хвостика. Значит, у меня на плетение длиной 10 сантиметров ушло веревки 30 сантиметров. То есть в 3 раза больше, чем сам образец. Мне надо, например, стропу сплести 150 сантиметров длиной. Я это количество умножаю в 3 раза. То есть было 150, умножаю на 3. Надо 150, умножаю на 3. И расход веревки получается 450. Я округлю до 500 на всякий случай. И получается, одна веревка 5-метровая у меня должна быть, рабочая нить. А так как мы веревку складываем пополам, мы еще это 5 метров умножим на 2. Получится 10 метров. Нарезаем веревки в нужном количестве по 10 метров. Буду нарезать. И, навешивая, буду складывать пополам. И таким образом у меня получится каждая рабочая нить на стропах по 5 метров.